Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам топ-10, в моем понимании, умных часов в ценовом сегменте свыше чем $100. В чем их особенность? В первую очередь в том, что если у вас iPhone, вы берете Apple Watch. Если у вас Samsung, вы берете Samsung Watch. Если у вас, допустим, Redmi, вы можете покупать уже бюджетные часы, но у них есть уже и флагманские. У Xiaomi тоже уже есть S3, допустим, S4. У каждого бренда есть свои аксессуары. С ними смартфоны работают значительно лучше. Максимальное количество функций и притом чаще всего еще минимальная стоимость. Почему? Потому что многие производители при покупке смартфонов дарят еще и часы, если вы, допустим, покупаете в ритейле. Что умеют уже часы? Умеют измерять давление, но на данный момент сертификации на территории России, как я знаю, ни у кого из крупных брендов нет. Как медицинские приборы, это раз. И два, даже если бы это было, медицинский прибор должен быть использован медперсоналом, либо в комплексе. То есть, когда вы, допустим, ЭКГ измеряете у этого врача, у него стационарно, вы ходите с прибором этим, с другим прибором, ходите для измерения ЭКГ и давления. В комплексе уже видно, что часы показывают. Сейчас, на данный момент, сказать, что что-то из этого можно считать медицинским прибором, я не могу. Как структурирован топ? Исключительно по моим предпочтениям из разряда интересно и под разные типы смартфонов, то есть разные бренды. Напоминаю, что BBK это еще и Vivo. И вот, допустим, часы от iQOO есть копия от Vivo. По ссылкам в описании можете посмотреть полноценные обзоры на эти часы, они чуть больше. И плюс там есть еще и комментарии. Разумеется, нет идеальных часов, так же как и смартфонов, но есть что-то среднее между ценой, качеством и тем, что вы получаете на выходе. К сожалению, в России, так чтобы сказать, что какие-то часы обладают всем функционалом, такого нету по ряду причин. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, перейдем же к топу. Начнем. На 10-м месте стоят у меня iQOO Watch GT GPS. Да, iQOO как раз вышел на российский рынок, и вполне возможно вы будете искать аксессуар, который, разумеется, должен быть того же бренда, если мы говорим о часах. Желательно, чтобы все было хорошо. iQOO Watch GT доступна в темно-серой расцветке. В комплекте со смарт-часами мы имеем ремешок, краткое руководство и магнитное зарядное устройство с двумя пинами. Весят смарт-часы 46,6 грамма, а габариты составляют 45 на 42 на 13,5 мм. Данная модель это копия Vivo Watch GT, и на Vivo у меня уже также был обзор на канале. iQOO Watch GT имеют версию как с eSIM плюс Bluetooth, так и просто Bluetooth. Напоминаю, что наличие eSIM для нас не актуально, так как нет поддержки русских операторов, что, к слову, и касается NFC-модуля тоже, который служит как ключ для автомобиля, ключ для умных часов, транспортных карт и не только. У меня смарт-часы без поддержки eSIM. Далее, средняя рама выполнена из алюминиевого сплава с полуматовым покрытием, а тыльная часть из глянцевого и маркового пластика. Ремешок в моем экземпляре выполнен из силикона, охват запястья от 130 до 210 мм. Крепление фирменное и удобное, а так можно быстро и без проблем заменить ремешок, но только на ремешок с таким же креплением. Застежку ремешка тоже можно отнести к плюсам, но из-за материала, если ремешок мокрый, застегнуть его на запястье еще та морока. Собрана модель хорошо, но люфт у кнопки есть. Во время носки устройство не доставляет дискомфорт, как и во время сна ремешок не натирает и запястье под ремешком особо не потеет. Далее на корпусе расположили область для зарядки, микрофоны и динамик, а также датчики мониторинга здоровья. Микрофон отрабатывает неплохо, и в целом его достаточно для коротких разговоров. Динамик выдает довольно качественное звучание, ко всему он громкий. Из элементов управления на правом торце расположили механическую кнопку-коронку с желтым кружком, которая отвечает за переход в меню и возврат, перемещение по интерфейсу, прокручивание коронки, а зажатием можно перейти во вкладку с выключением, перезагрузка устройства и вызовом экстренного номера. Прокрутка сопровождается приятной вибрацией, но не флагманской, сам вибромотор мощный и настраиваемый. На нажатие также можно установить вызов голосового ассистента, но поддерживается только голосовой ассистент
ассистент Jovi. Летим дальше. iQOO Watch GT оснащена AMOLED-экраном на 1,85 дюйма с разрешением 390 на 450 пикселей и 2,5D стеклом. Операционная система BlueOS без поддержки русского языка, что неудивительно, так как это китайская версия, но есть английский перевод, а также в уведомлениях текст отображается на русском. Скроллинг довольно плавный, хоть и система слегка подтормаживает. Рамки громадные, но в использовании они не особо мешаются. При измерении яркости экран выдает в среднем 800 люксов в режиме фонарика и 720 люксов в системе. Автоматическая регулировка яркости на борту, как и технология Always On Display. AOD работает по расписанию, и стиль AOD зависит от циферблата. Конечно же, если циферблат имеет свой стиль AOD. При поднятии запястья экран загорается моментально, даже с включенным AOD. Спящий режим максимум 60 секунд, а также есть автоматический режим. Накрытие ладонью для выключения экрана и одиночное нажатие на экран для пробуждения срабатывает корректно. Данные функции можно настроить, что удобно, плюс есть различные жесты для управления, да и в целом операционная система имеет множество настроек и функций. Но она закрыта, и установить сторонние приложения возможности нет. Далее, смарт-часы имеют функцию AI циферблаты, но возможно из-за микрофона, возможно из-за самой системы, смарт-часы не всегда корректно распознают команды. Но в целом за подобный функционал однозначно плюс. Только вот по большей части это игрушка, а не что-то из разряда полезных функций. В меню из интересного мы имеем секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме, измерение уровня шума, будильник, который можно добавить прямо со смарт-часов, погоду с подробным прогнозом и музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Удобно, что на смарт-часы можно загрузить музыку, так как есть выделенная внутренняя память в размере 1,51 гигабайта. В фирменном приложении, как и на самих смарт-часах, есть App Store, где можно найти как полезные приложения, так и не очень. К примеру, есть калькулятор, разные игры и так далее, но по большей части все заточено под Китай. К слову, китайские приложения в меню можно без проблем удалить. В настройках помимо перечисленного есть два стиля отображения: включение индикатора уведомлений в виде красной точки в верхней части экрана на циферблате, настройка режима «Не беспокоить» и режима «Сон», и включение-выключение пароля на смарт-часах. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3. К смарт-часам можно подключить Bluetooth устройства, такие как наушники, но вот нагрудный датчик не подключается. При этом в настройках есть функция для передачи пульса со смарт-часов, к примеру, на беговую дорожку. Также можно включить функцию уведомления при отключении Bluetooth. Далее, тренировок на борту достаточно, есть отслеживание плавания, активность, планы, курсы, компас, барометр, автоматическое распознавание активности, автоматическая пауза, встроенная GPS-навигация, разминка перед тренировкой, некоторые настройки для тренировок. Тренировка может работать в фоновом режиме, что очень удобно. Маршрут строится хорошо, но в приложении не отображается карта, а на смарт-часах маршрут отображается в миниатюре. Загрузить сторонние маршруты возможности нет, шагомер отрабатывает довольно хорошо, погрешность минимальна. Далее, iQOO Watch GT могут измерять пульс, SPO2, уровень стресса, мониторить сон вместе с коротким дневным сном и измерять уровень шума. Пульс, SPO2 и уровень стресса можно измерять вручную или в автоматическом режиме, но для измерения пульса предоставили еще смарт-режим. Удобно, что данный функционал настраивается не только через фирменное приложение, но и через смарт-часы. Результаты измерений в целом корректные, графики отображаются как на самом устройстве, так и в приложении. Стандартно также можно включить еще различные напоминания или воспользоваться дыхательными тренировками. Данная модель поддерживает функцию Bluetooth вызовов, с них можно звонить, разговаривать и удерживать один вызов с активным вторым вызовом. В меню есть приложение «Контакты» с синхронизированными контактами, набором номера и историей вызовов. Уведомления приходят моментально, иконки отображаются, но не все, как и смайлики. Отвечать на уведомления нет возможности, за что минус. Летим дальше. Емкость аккумулятора 505 мАч, полный цикл зарядки смарт-часов от родного зарядного устройства занимает 1 час 15 минут, время автономной работы без включенного AOD составляет около 8 суток, что является таким же результатом, как у Vivo Watch GT. Далее, подключаются смарт-часы к приложению Vivo Health. Поподробнее о нем можно ознакомиться в отдельном обзоре. Минусы: зарядка с пинами, закрытая операционная система, большие рамки у экрана, нет возможности отвечать на уведомления, а главный минус — это проблема с отключением смарт-часов от приложения и отвязка от аккаунта. Создать аккаунт не составляет большого труда, но вот потом получить уведомление о отвязке устройства от аккаунта невозможно. К примеру, Vivo Watch GT я не смог отвязать. Это означает, что подключить их к другому смартфону не получится. Резюмирую, iQOO Watch GT без eSIM, как по мне, более актуальны для РФ, чем версия с eSIM. Сама модель интересная, но момент с тем, что привязав свой российский аккаунт, нет возможности его отвязать, очень сильно настораживает. Может быть, у вас уже были данные часы? Если были, напишите, может быть, вы решили эту проблему. Во всяком случае, ждем их на глобале, и будет уже интересно. Телефоны в глобале представили на российском рынке, ждем часы. На 9-м месте Redmi Watch 4. Приобрести данную модель можно в серой и черной расцветке. К сожалению, других расцветок нет. Вместе со смарт-часами в комплекте мы имеем ремешок, документацию и зарядное устройство с 2 пинами. Вес устройства
устройства 48,5 грамма, а габариты 44 на 47,7 на 11,9 мм. Внешне по материалам и по сборке средняя рама выполнена из алюминиевого сплава, а тыльная часть из матового пластика. Водонепроницаемость 5 атмосфер, быстросъемный ремешок с обхватом запястья от 135 до 205 мм и фирменным креплением выполнен из ТПУ. Заменить его на любой другой ремешок со стандартным креплением, к сожалению, нельзя. С другой стороны, это фирменное крепление очень удобное. При носке Watch 4 не ощущаются, как и во время сна. Ремешок не натирает, а запястье под ним не потеет, что неудивительно, учитывая качество материалов. Далее на корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, микрофон и динамики. Из датчиков на борту датчик частоты сердечных сокращений с датчиком кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности и электронный компас. Также на правом торце можно заметить одну механическую кнопку, она отвечает за переход в меню или возврат. В окно с включением-выключением перезагрузка устройства, тройным нажатием можно совершать экстренный вызов по указанному номеру в приложении, а вот вызова голосового помощника Mi AI нет, в отличие от китайской версии, но нам он особо и не нужен, так как поддержки русского языка нету. Повесить другую команду на кнопку нет возможности, что, конечно, совсем не радует, но хорошо, что у кнопки есть функция прокрутки для перемещения по меню и не только. Ко всему, прокручивание сопровождается тактильно приятной вибрацией. Летим дальше. Экран установлен хороший, а именно AMOLED LTPS дисплей на 1,97 дюйма с разрешением 390 на 450 пикселей, частотой обновления экрана от 5 до 60 Гц. 5 Гц это для AODA. Always On Display может работать в смарт-режиме или по расписанию. Стиль AODA зависит от циферблата, если, конечно же, циферблат имеет свой стиль AODA. А также в настройках есть 5 готовых стилей AODA, и некоторые из них можно слегка персонализировать под себя. Очень удобно то, что экран плоский, рамки не громадные, но, конечно, их могли бы сделать слегка меньше. Шрифт читабельный, перевод корректный. Система за время моего использования сильно не подвисала, да и в целом она работает быстро и без каких-то проблем. Далее, по моим замерам, яркость экрана 830 люксов, как и в китайской версии. Данной яркости достаточно, но хотелось бы хотя бы яркость в 1000 люксов. Автоматическая регулировка яркости на борту, и работает она неплохо. Время до отключения экрана максимум 60 секунд. При повороте запястья экран включается практически моментально, и удобно, что при включении AODA можно выбрать, что будет загораться при повороте запястья, AODA или циферблат. Включить экран можно тапом или выключить, накрыв его ладонью. Что касается меню, то в нем есть погода с подробной информацией, календарь, заметки, события, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, секундомер, таймер, но в фоне может работать только таймер, помодоро трекер, мировое время, компас, поиск смартфона, набор номера, контакты, которые можно добавить через приложение до 10 штук, чего, как по мне, мало, так как некоторые смарт-часы предлагают возможность полностью синхронизировать контакты. Далее в меню из полезного есть плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, но загружать на сами смарт-часы музыку возможности нет. Также есть кнопка для удаленной съемки с таймером 3 и 5 секунд. Работает она хорошо, но это в паре со смартфоном Redmi. Со смартфонами других брендов могут быть проблемы. Тренировок же на борту более чем достаточно. Есть отслеживание плавания, автоматическое определение активности, информация о состоянии после тренировки, шаблоны для бега с различной интенсивностью тренировки, активность, интервальная тренировка, разминка перед тренировкой, метроном, AI-Pacer и не только. Огромный плюс за наличие встроенного GNSS. Местоположение смарт-часы определяют около 7 секунд, карты строятся с небольшой погрешностью в пределах нормы. Шаги измеряются корректно. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, но тренировка не может работать в фоновом режиме. Далее, измерение пульса может работать в смарт-режиме или на автоматическом режиме с периодичностью 1, 10 и 30 минут. Измерение SPO2 и мониторинг уровня стресса также могут работать в автоматическом режиме, но, разумеется, все эти показатели можно измерять вручную. Пульс у воздуха, как кислород в крови, смарт-часы не считывают. Удобно, что настроить работу мониторинга за здоровьем можно даже со смарт-часов, а не только в приложении или на смартфоне. На смарт-часах также отображаются довольно информативные графики, не просто для вида. Результат измерения данных показателей в целом корректный, как, к слову, и результаты мониторинга сна. Из полезного на борту есть напоминание о активности, дыхательные тренировки и витальность с учетом активности на протяжении 7 дней. Летим дальше. Операционная система HyperOS, она закрытая, сторонние приложения не установить, Bluetooth-версия 5.3. В плане стабильности связи все в порядке, но вот подключить к смарт-часам нагрудный датчик, как и беспроводные наушники, нельзя. Поддержки Wi-Fi, eSIM и NFC нет, но вот в китайской версии есть NFC, но он не для банковских карт, а для транспортных или для умных замков. Далее, разговаривать через смарт-часы удобно, отвечать на звонки быстрыми уведомлениями можно, ко всему можно создать свои заготовки для ответов. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки отображаются, а вот смайлики нет. Силу вибрации можно настроить и даже создать свою кастомную вибрацию, но, как по мне, могли бы установить более приятный вибромотор. Микрофон отрабатывает хорошо, как в целом и динамик, звук качественный, динамик достаточно
достаточно громкий. Далее, емкость аккумулятора 470 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 30 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования с включенным АОДом и с автоматической регулировкой яркости 8-9 суток, как и в китайской версии. Все плюс-минус одинаково. Результат топовый, не иначе. Далее, подключаются Redmi Watch 4 Global к приложению Mi Fitness с регионом Россия. В приложении есть 4 вкладки: здоровье, тренировка, устройство и профиль. На стартовой странице со смарт-часами мы имеем заряд в процентах, что удобно, галерею с циферблатами, есть персонализированные циферблаты, динамические, кликабельные, а также можно установить любую фотографию на заставку. Далее есть настройка режима сна, синхронизация режимов не беспокоить, поиск устройства, функция разблокировки смартфона с помощью смарт-часов, стандартные настройки, обновление прошивки. Мне обновление уже прилетало, если сравнивать с китайской версией на стартовой прошивке, то изменения ощущаются в корректности работы системы, в расходе заряда аккумулятора, так как он стал более стабильный. Но в остальном остальные минусы так и остались. Минусы: не отображаются смайлики, нет возможности отвечать на уведомления, нет калькулятора, нет возможности подключать наушники, нет возможности загружать музыку на смарт-часы, плохой вибромотор, рамки у экрана могли бы быть поменьше. Резюмирую, плюс от меня, что на данный момент регулярно прилетают обновления. Да, они не являются новинкой, но по функционалу куда лучше, чем новинка от Redmi с приставкой Active. На 8-м месте Amazfit T-Rex 3. Поставляется данная модель в расцветке Onyx и Lava, но цвет корпуса один — это черный. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, краткое руководство пользователя, Cradle для зарядки с разъемом Type-C, но с 2 пинами. Последнее, что мы имеем в комплекте, это специальная отвертка и съемные крепления для ремешков, выполненные из пластмассы. Amazfit T-Rex 3 имеют защиту от влаги по стандарту MIL STD810G, водонепроницаемость 10 атмосфер и сертификацию EN 13319 ISO 6425 GBT 18828 для фридайвинга, погружения на глубину до 45 метров. К сожалению, ремешки не быстросъемные, но установить любой другой ремешок возможность есть. Только вот слегка сложнее, чем на других смарт-часах. Вес устройства 69 граммов, а габариты составляют 51,5 на 55,3 на 15,7 мм. Ширина ремешка здесь 22 мм. По материалам также все по-старому. Корпус выполнен из полимерного сплава, а безель из нержавеющей стали. Ремешок имеет классическую застежку из пластика. Сборка устройства хорошая, но вот материалы тактильно ощущаются, как у более дешевых смарт-часов. По эргономике все довольно неплохо. При носке дискомфорта я не ощущал, как и во время сна. Ремешок не натирает и запястье под ремешком не потеет. На корпусе с тыльной части расположили 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Далее есть зумеры, 4 металлические кнопки, такие как Select, Back, Up и Down. В настройках можно переназначить команды, но только на кнопку Select. Но плюс за то, что можно добавить дополнительные команды на кнопку Select, Up и Down. Летим дальше. С фронтальной части у нас находится AMOLED-экран на 1,5 дюйма с разрешением 480 на 480 точек, плотность пикселей в 322 ppi, защита Corning Gorilla Glass и частота обновления экрана до 60 Гц. Но по ощущениям это около 50-55 Гц. Яркость по моим замерам в пике 2100 люксов, что прям очень круто, но в среднем экран при ярком солнце с функцией для автоматической регулировки яркости будет показывать 1600 люксов, а на 100% яркости около 1000 люксов. Рамки у экрана отсутствуют, так как их спрятали под безель. Экран утоплен, что спасает его от царапин. Операционная система ZPOS версии 4.0, интерфейс доступен на русском языке, перевод в целом корректный, шрифт читабельный, а также есть надписи, анимированные как бегущая строка. Скроллинг здесь плавный и перемещаться по интерфейсу довольно удобно. Экран лучше, чем в T-Rex 2, за что отдельный плюс. Функция автоматической регулировки яркости на борту работает хорошо, время до отключения экрана максимум 30 секунд. Функция включенный экран максимум до 20 минут. Также есть полноценный Always On дисплей с несколькими предустановленными стилями, которые можно слегка персонализировать. Плюс есть циферблаты со своим АОДом. При повороте запястья экран загорается практически моментально. Настроить скорость отклика и время работы можно. Функция для выключения экрана накрытием ладонью на борту, как и функция для включения экрана тапом. В настройках на часах можно выбрать один из 3 предоставленных стилей меню и один из 2 цветовых стилей. Из полезного есть режим работы в перчатках, ночной дисплей для измерения тона изображения и настройка расписания. В меню есть погода, плеер для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, а также регулировки громкости. Загрузить треки на смарт-часы можно, будильник, календарь, приложение для карт, а во вкладке «Больше» можно увидеть солнце и луну, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме, поиск телефона, мировое время, список дел, помодоро трекер и диктофон. Голосовой помощник Zep Flow не работает, если у вас аккаунт создан с регионом Россия, но он может работать с регионом
Индия. Меню также можно настроить под себя, зажав любое приложение в нем. Далее, в настройках же помимо ранее перечисленного есть настройка звука и вибрации, режим не беспокоит, режим сна, режим экономии энергии, блокировка смарт-часов паролем, авторежим низкой температуры и настройка функции утренние новости. Система поддерживает голосовое управление, но вот поддержки русского языка нет. Только английский, китайский и еще пару языков. Вибромотор линейный и настраиваемый, качество вибрации хорошее. Персонализировать вибрацию можно, установив в приложении. Функцию Bluetooth звонки устройство не поддерживает, разговаривать со смарт-часов возможности нет, только сбросить вызов. Включить беззвучный режим или ответить заготовками. Уведомления приходят практически моментально, длинный текст посмотреть можно, смайлики отображаются, как и иконки приложений. Фотографии посмотреть можно только в уведомлениях от некоторых приложений. Ответить на сообщения можно смайликами или быстрыми заготовками, что тоже хорошо. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2, за что минус, так как могли бы поставить версию хотя бы 5.3. Wi-Fi поддерживается с частотой 2,4 ГГц, по стабильности связи вопросов нет. Плюс за то, что теперь есть возможность подключить различные устройства. К примеру, измеритель мощности, датчик каденции, датчик скорости и каденса, мощности бега, температуры тела и датчики для измерения сердечного ритма. Что касается спортивной части, тренировок на борту более 177 видов. Если вы хотя бы 10 пользуетесь, уже круто, вы спортсмен. Функция автоопределения поддерживает 25 силовых упражнений и 8 видов тренировок. Чувствительность для автоопределения настроить можно. Во время тренировки пользоваться плеером можно, что удобно. В меню есть журнал тренировок, статус тренировки с отображением VO2 Max, нагрузки и восстановления, активность, компас, барометр и высотомер. И тренер ZEP, который настраивается через фирменное приложение. Настроек для тренировок достаточно. Можно включить интеллектуальную коррекцию траектории, режим по треку и виртуального иноходца и создать шаблоны. T-Rex 3 оснащены двухдиапазонным GPS с поддержкой пятиспутниковой системы позиционирования. В меню есть карты, навигация работает хорошо. Карты строятся с незначительным отклонением, местоположение довольно быстрое, до 7 секунд. Для GPS есть несколько режимов работы, плюс можно включить автоматический режим. На смарт-часы можно загружать базовые оффлайны, это прям круто, круто, круто. Лыжные контурные карты через приложение на смартфоне. Также маршруты можно экспортировать, сохранять для повторного использования. Во время тренировки можно включить обратный маршрут, изменить цвет маршрута, использовать импровизированные маршруты, прослушивать через Bluetooth наушники инструкцию по навигации и не только. Шагомер работает отлично, без считывания шагов во время бездействия. Далее, T-Rex 3 могут круглосуточно мониторить сердцебиение, уровень кислорода в крови и уровень стресса. Вручную измерять также можно, а для измерения пульса есть настройка частоты мониторинга. К примеру, можно установить измерение артериального давления с калибровкой, но данная технология доступна только в определенных регионах и для людей с возрастом от 18 до 65 лет. Верить результатам при измерении не стоит, так как манжеты здесь нет. Для справки можно использовать, хотя это не медицинский прибор вообще никак. Удобно, что есть функция для измерения всех показателей одним нажатием. Мониторинг сна корректный, плюс часы мониторят все фазы сна, дневной сон, качество сна и дыхание во время сна. Также можно оставить заметки о состоянии перед сном и отмечать настроение после пробуждения. Весь мониторинг здоровья можно настроить прямо со смарт-часов, что удобно из полезного в меню на смарт-часах. Также можно обнаружить измерение температуры кожи, дыхательные тренировки, ПАИ, мониторинг вариабельного пульса, медитацию, женское здоровье. В приложении же можно настроить напоминание о разминке. По моим наблюдениям, результаты измерений базовых показателей довольно корректные. И хочу отметить сразу мониторинг сна, так как фиксация всех фаз сна и остальных моментов, относящихся к данной функции, отличная. Емкость аккумулятора 700 мАч, что больше на 200 мАч, чем у T-Rex 2. Полный цикл зарядки занял у меня 2 часа 45 минут. Время автономной работы в обыкновенном сценарии использования у меня составило 9 дней. Спокойно. Разумеется, если использовать их активно, каждый день запускать тренировки с GPS и так далее, то проживут они до 4 дней. Так и в обратную сторону. В случае отключения ненужных, по вашему мнению, функций, оптимизации расхода аккумулятора, они смогут прожить больше 10 дней. Далее, Amazfit T-Rex 3 работает в паре с приложением ZEP. Информацию о нем можно посмотреть в основном обзоре на данную модель. Далее, минусы. ZEP Pay недоступен для РФ. Bluetooth кнопка доступна только в паре со смартфонами на системе iOS. На момент издания обзора, может, уже допилили прошивку. Напишите, может, они у вас на руках. Нет возможности разговаривать через часы, так как нет динамика, а учитывая стоимость, это как минимум странно. Резюмирую. Xiaomi Amazfit T-Rex 3 отличные спортивные часы с повышенной прочностью, но все, как говорится, зависит от цены и от того, нужно ли вам использовать карты, которые можно сюда загружать и выгружать. Если нет, то альтернатив море. На 7-м месте Oppo Watch X, притом они есть и в глобалке, и в китайских версиях, не путайтесь. Поставляются Oppo Watch X в черной и серебристой расцветке. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, качественный силиконовый ремешок, краткое руководство пользователя и съемное магнитное зарядное устройство, но с пинами, за что минус. А также кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смарт-часов вместе с ремешком 79 граммов, а габариты 47 на 45 на 13
12,8 мм. Ширина ремешка 22 мм, внешне, как и по функционалу, это копия OnePlus Watch 2, обзор на который, к слову, уже был на канале. Watch X имеют среднюю раму из нержавеющей стали и нижнюю часть корпуса из пластика и стекловолокна. Качество материалов хорошее, собраны они хорошо. Плюс Oppo Watch X имеет стандарт защиты MIL STD 810H, 5 атмосфер и IP68. Ремешок быстросъемный с классической металлической застежкой и стандартным креплением. Охват запястья от 140 до 210 мм. Ремешок довольно качественный, он не натирает, да и во время тренировок запястье под ремешком особо не потеет. Смарт-часы при носке практически не ощущаются, как и во время сна, что очень хорошо, учитывая вес устройства. Далее, на корпусе смарт-часов расположили контакты для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Для управления на правом торце находятся две механические кнопки. Верхняя кнопка в стоке отвечает за переход в меню и возврат, двойным нажатием за переход к последнему открытому приложению, а зажатием можно перейти к голосовому ассистенту. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, зажатием переход во вкладку с выключением, перезагрузка устройства, включением режима энергосбережения и вызовом экстренного номера. Двойным же нажатием совершается переход к GPay. Переназначить команды на кнопке возможность есть, что очень даже удобно, но как и OnePlus Watch 2, верхняя кнопка не оснащена функцией прокрутки, что странно. Летим дальше. Oppo Watch X имеют AMOLED-экран на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей, плотностью пикселей в 326 ppi и частотой обновления экрана до 60 Гц. К минусам можно отнести огромные рамки, а к плюсам то, что сам экран прямой со слегка закругленными краями и защищен он 2,5D сапфировым стеклом. Яркость по моим замерам с включенным фонариком 910 люксов, чего мало, я ожидал около 1000 люксов. А яркость с циферблатом, у которого белый фон, 870 люксов. Яркость достаточно для использования даже в солнечный день, но большого запаса яркости нету, хотя он неплохой. Время отключения экрана максимум до 60 секунд. Технология Always On Display работает по расписанию, стиль AODA зависит от циферблата. Готовых же стилей AODA на борту нет. Есть несколько стилей отображения меню, стандартная функция включения экрана при повороте запястья, которая отрабатывает хорошо. Включить экран тапом можно, как и накрыв ладонью. Далее установлен здесь процессор Snapdragon W5 Gen 1 и дополнительный процессор BES 2720BP. 2-гигабайтная оперативная память, 32 гигабайта внутренней памяти, 4 гигабайта памяти типа eMMS. По связи поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi на 2,4 ГГц и 5 ГГц. eSIM смарт-часы не поддерживают, Bluetooth старой версии 5.0. Могли бы установить чип новее. Bluetooth наушники и подобные устройства подключить не проблема, а вот датчик Polaroid 10 подключить в стоке лично у меня не выходит. NFC на борту, доступна оплата с помощью Google Pay, но для тех, кто живет в России, это дело не актуально. Можно установить MirPay для бесконтактной оплаты, также можно устанавливать и другие сторонние приложения через ADB-шку. Но будет ли это работать на 100% у вас, я сказать не могу, так как у кого-то MirPay работает без проблем, у кого-то через раз, так дела обстоят и с другими приложениями. Устанавливать приложение можно из Play Market, к примеру, приложение для здорового образа жизни или новые циферблаты, но сразу отмечу, что сторонние циферблаты более прожорливые, чем стоковые в плане расхода заряда аккумулятора, так как не оптимизированы под данную модель смарт-часов. Далее, операционная система Wear OS 4 версии на базе Android. Система работает шустро и корректно, сильных подвисаний или даже фризов я не заметил за время использования. Разумеется, пару раз смарт-часы слегка подтормаживали. В меню есть фонарик, компас, контакты, набор номера и уведомления. Звонить со смарт-часов можно, динамик громкий, как качество звука хорошее, микрофон отрабатывает корректно, без особых проблем. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, но ему слегка не хватает мощности. Уведомления приходят же моментально, смайлики, фотографии и иконки приложения отображаются, клавиатура на смарт-часах есть, отвечать на уведомления можно, что удобно. Далее в меню есть погода с подробным прогнозом, мировое время, Google карты, Google Ассистент, Google календарь, будильник, который можно синхронизировать со смартфоном и завести прямо со смарт-часов, таймер с секундомером, которые могут работать в фоновом режиме, к слову, многозадачность данной модели полноценная. Далее есть приложение YouTube Music и музыкальный плеер, но вот загрузить через фирменное приложение музыку на сами смарт-часы возможностей я не обнаружил. Что касается измерения показателей здоровья, смарт-часы могут измерять пульс, SpO2, уровень стресса, мониторить сон со всеми стадиями сна, частотой дыхания, оценкой риска храпа и дневным сном. Ко всему есть различные напоминания и поддержка Google Health Connect. Измерение пульса достаточно корректное, что можно сказать и про SpO2, но вот во время активности смарт-часы выдают изредка некорректные цифры. Сон мониторит данная модель отлично, графики и сводка измерений отображаются как на смарт-часах, так и в приложении. Далее, GPS двухдиапазонный L1 плюс L5 с такими спутниковыми системами навигации, как Beidou, GPS, Galileo, GLONASS и QZSS. Спортивных режимов на борту более чем достаточно. Из полезного на борту есть автоматическое распознавание 6 видов активности, анализ времени восстановления, поза при беге, длина шага, VO2 Max, темп,
Эффект аэробной тренировки и не только. Настроек для тренировок не особо много, удобно, что тренировку можно свернуть для фоновой работы. Шагомер отрабатывает с минимальной погрешностью, но хотел бы отметить, что смарт-часы плохо считывают показатели во время бега на беговой дорожке, также плохо измеряли метры во время плавания, но так дела обстоят только во время измерения в помещении. Местоположение смарт-часы определяют моментально, пройденный маршрут имеет небольшое отклонение. Маршруты можно просматривать на смарт-часах или полноценно через приложение. Загрузить маршруты для тренировок возможности нет, к сожалению. Далее в настройках на смарт-часах можно выбрать один из двух режимов работы смарт-часов: умный режим и режим энергосбережения. Также есть функция автоматического включения режима энергосбережения при 10% заряда. Удобно, что есть такие режимы, как режим полета, режим не беспокоить, настройки геолокации, настройка батареи, настройка тренировок и других функций, а также можно обновить прошивку. И в целом все стандартно для Wear OS. Летим дальше. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занимает около часа, что довольно быстро. Функция быстрой зарядки на борту. Время автономной работы по заявлению производителя в режиме энергосбережения до 12 дней, с интенсивным использованием в интеллектуальном режиме до 48 часов и в обыкновенном сценарии использования с интеллектуальным режимом время автономной работы до 100 часов. По моим тестам с интеллектуальным режимом в обыкновенном сценарии использования, без АОДа, Bluetooth звонками, несколькими тренировками по часу, они прожили у меня 4 суток, все так же, как и OnePlus Watch 2. То есть, если у вас OnePlus Smart, можно и Watch 2 брать. Oppo Watch X работает в паре с приложением O-Health. Подробности о нем в обзоре по ссылке в описании. Там не так много всего, но вы заодно и комментарии прочитаете купивших эти часы. Минусы: большие рамки у экрана, нет функции прокрутки на кнопки для перемещения по интерфейсу, нет возможности подключить в стоке нагрудный датчик, нет возможности в стоке загрузить маршрут для тренировки, нет управления жестами, нельзя настроить панель быстрого доступа, нет возможности загрузить музыку через приложение на смарт-часы, старый процессор, старый Bluetooth чип. Резюмирую, Oppo Watch X отличный вариант для операционной системы Wear OS, но даже при этом система лишена стандартных настроек, которые можно встретить в более дешевых смарт-часах. В любом случае, они заслуживают внимания. Если у вас оповский смарт, вы понимаете, какие у вас оповские часы должны быть. На 6-м месте красуются крутые Huawei Watch D2. И у них есть аналог у Xiaomi, но по моим тестам у Xiaomi, даже второго поколения, которое обзор еще предстоит на канале, все чуть-чуть хуже. Watch D2 можно приобрести в черной и золотой расцветке. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком и манжетой размера L и короткий ремешок. Также есть ремешок с манжетой размера M. Зарядное устройство без пинов, но Cradle несъемный. Удобно, что смарт-часы можно заряжать не только от родного зарядного устройства, но и от любой беспроводной зарядки стандарта Qi. И от смартфона, кстати, используя реверсивную зарядку, тоже можно заряжать. Далее есть краткое руководство с инструкциями и лента для измерения охвата запястья. Весит устройство 83 грамма, габариты составляют 40 на 48 на 15,2 мм. Ширина ремешка 26 мм. Корпус смарт-часов выполнен из сплава алюминия. Сборка хорошая, ко всему Watch D2 имеют защиту по стандарту IP68. Ремешок выполнен из фтороэластомера, плюс за то, что теперь, в отличие от Watch D, манжета не тканевая, и грязь на ней так быстро не собирается. Застежка у него удобна, ко всему ремешок быстросъемный, но манжету можно снять только если открутить два винта. Охват запястья от 161 до 210 мм, у ремешка размера L, а у ремешка размера M от 130 до 160 мм. В плане удобства все хорошо, смарт-часы особого дискомфорта во время носки не доставляют, как и во время сна, за что плюс, так как я ожидал вовсе другого. Запястье под ремешком не потеет, и ремешок не натирает. Но вот для активных видов спорта D2 не подойдут. Далее на корпусе расположили две механические кнопки и датчики мониторинга здоровья. Верхняя кнопка-коронка предназначена для перехода в меню, зажатием для перехода во вкладку с перезагрузкой и выключением устройства, а двойным нажатием можно перейти к недавно открытым приложениям. Прокручивая кнопку, можно перемещаться по меню, и не только прокрутка сопровождается приятной вибрацией, но сам вибромотор меня не особо порадовал. Хорошо, что настроить силу вибрации возможность есть. Нижняя же кнопка в стоке отвечает за переход к тренировкам, а зажатием можно открыть приложение кошелек. Чтобы не повторяться, сразу отмечу, что NFC на борту, к слову, как и в моделях GT5 и GT5 Pro. Но для тех, кто проживает в РФ, это не актуально, если говорить об оплате банковскими картами. Во всяком случае, на момент выхода обзора. Можете написать, может, у вас получилось как-то через ДБ, может быть, что-то там добавить. Я надеюсь, что вы улыбаетесь, как и я в этот момент, да? Персонализировать команды можно только на нижней кнопке. Возможно, с новыми обновлениями добавят кастомизацию команд для верхней кнопки. Скриншот одновременным зажатием на обе кнопки также на борту, и скриншот сохраняется в галерее на смартфоне. В самих часах галереи нету. Да, за эти деньги здесь этого нет. Но TicWatch все равно не будет в топе, потому что второэшелонная, правильно сказать. Летим дальше. С фронтальной части здесь находится AMOLED-дисплей на 1,82 дюйма с разрешением 480 на 408 пикселей. Плотность пикселей в 347 ppi и частотой обновления экрана 60 Гц. Экран не утоплен, хорошо, что верхнюю и нижнюю рамку сделали одной толщины. Так экран выглядит более аккуратно. Защита у экрана простенькая, и скорее всего он будет покрываться царапинами
царапинами, но насколько быстро неизвестно. Операционная система Harmony OS версии 5.0, в отличие от новой линейки GT, в этой модели система слегка подтормаживает, и рывки при скроллинге встречаются намного чаще. Яркость у экрана, по моим замерам, в пике 1600 люксов, функция автоматической регулировки яркости работает у меня корректно, спящий режим максимум 20 секунд, а также есть автоматический режим. Функцию постоянно включенный экран можно настроить максимум до 20 минут, Always On Display на борту, и стиль AODA зависит от циферблата. Удобно, что можно выставить, что именно будет включаться при повороте запястья, AOD или главный экран с циферблатом. При повороте, к слову, экран включается моментально. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и одиночное нажатие на экран для пробуждения, но включить экран тапом можно только если включен AOD. Далее в меню есть погода с подробным прогнозом, восходом и закатом солнца, восходом и заходом луны, фазами луны, приливами и отливами, календарь событий, Petal Maps, компас, поиск телефона, будильник, который можно настроить прямо со смарт-часов, но он не синхронизируется со смартфонами других брендов, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме. Многозадачность полноценная, за что плюс. Также есть музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Ко всему можно загрузить музыку на сами смарт-часы и слушать музыку прямо через них или через подключенные к ним Bluetooth аудиоустройства. Калькулятора в стоке нет, спасибо, что есть хотя бы App Gallery в приложении на смартфоне, где можно скачать калькулятор и другие приложения, но их мало. Устанавливать сторонние приложения возможности нет, так как система закрытая, что уже привычно. Мы же помним, что Huawei первые стали блокировать загрузчик на смартфонах, да? Здесь все примерно то же самое, они всегда первые. Далее в настройках можно обнаружить функцию статус задач, два стиля отображения меню, персонализацию карточек, включение пин-кода с установкой запроса кода, настройка уведомлений и обновление прошивки. Об остальных настройках я расскажу далее. Отмечу, что поддержки каких-либо жестов для управления здесь нет. Версия Bluetooth довольно старая, 5.2. Напоминаю, что везде 5.3, 5.4 пихают в новые устройства. При этом недавно был релиз вообще чипа 6.0. Удобно, что в настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники, нагрудный датчик, датчик скорости каденса или датчик мощности. Huawei Watch поддерживают функцию Bluetooth вызовов. Динамика и микрофон отрабатывает отлично. Трудностей во время разговора с собеседником у меня не возникало. eSIM же завести нет возможности. Контакты добавляются через приложение, быстрые ответы на борту, их можно настроить под себя или создать свои быстрые ответы. В меню находится список недавних вызовов и контактов, уведомления приходят моментально. Отвечать можно на них смайликами, заготовками, плюс добавили клавиатуру и голосовой ввод. Но вот голосовой ввод работает только со смартфонами в паре с Huawei. Может быть, уже что-то поменялось, напишите, но было так. Фотографии в уведомлениях не отображаются, а вот смайлики отображаются без проблем. Иконки приложений видны, но не у всех приложений. Летим дальше. Huawei Watch D2 оснащены функцией автоматического определения активности с поддержкой автоопределения ходьбы, бега, эллипса и гребного тренажера. Видов тренировок более чем достаточно, большинство найдут то, что им необходимо. Из полезного в меню есть записи тренировок, записи активности, статус с индексом бега, нагрузка, восстановлением и VO2 Max. Приложение для поддержания формы. Из интересного можно выделить также курсы, планы для тренировок, метроном, интервальные тренировки, сплиты, озвучивание тренировок, разминка и так далее. Но вот озвучивание не на русском языке, а на английском. Может, уже допилили, в чем я сильно сомневаюсь. Тренировку можно свернуть для фоновой работы. Для навигации Watch D2 оснащены GPS-системой. GPS работает слегка хуже, чем в линейке GT. На смарт-часы можно загружать маршрут. Во время тренировки можно использовать навигацию, включать обратные маршруты, возврат по прямой. На смарт-часах маршрут отображается в миниатюре. Полноценно его можно посмотреть в приложении. По корректности построению пройденного маршрута хорошего нечего сказать, так как отклонений есть и значительное. Загрузки офлайн карт нету. Но данная модель, как многие уже знают, известна своим другим функционалом, о котором сейчас я и расскажу далее. Смарт-часы могут измерять пульс в реальном времени или в умном режиме для экономии энергии. Измерение кислорода в крови, температуры кожи, мониторинг сна и уровня стресса работает в автоматическом режиме. Ну и вручную все эти показатели также можно измерять. Графики на смарт-часах отображаются и довольно информативно. Полноценно настроить работу данных функций можно через приложение на смартфоне. Помимо уже перечисленного есть напоминания, клевер здоровья, дыхательные тренировки, анализ пульсовой волны и аритмии, ЭКГ, диагностика артериальной жесткости, измерение всех показателей одновременно, плюс есть измерение артериального давления и функция SMAD для отслеживания артериального давления с заданным интервалом. Из-за этого чаще всего их и берут. Базовые функции для измерения показателей здоровья выдают довольно корректные цифры. Сон мониторят смарт-часы отлично, как и все фазы сна. Плюс D2 могут измерять дневной сон. Что касается ЭКГ, диагностики артериальной жесткости, анализа пульсовой волны, аритмии, измерения артериального давления,
Сразу предупреждаю, что опираться на полученные результаты вследствие измерения этих показателей данными смарт-часами не стоит, хотя манжеты здесь есть. Но при этом, измеряя артериальное давление, погрешность от 3 до 6 единиц по верхнему значению в основном показывает ниже, а по нижнему выше. Во всяком случае, при измерении ими и тонометром. Но есть пользователи, у которых результаты измерений вовсе не утешительные. У меня лично в сравнении с тонометром результат плюс-минус одинаковый. Опять же, у меня нет проблем со здоровьем. Что при замере утром, днем, вечером или после легкой активности. Но вот ночные автоматические измерения, скорее всего, из-за неправильного положения руки или положения тела, в основном некорректные. Сказать, что они на 100% выдают верные результаты, я не могу. И советовать их приобретать тоже не стану. Свой опыт использования я рассказал. Дальше дело за вами, но, повторяюсь, это не медицинский прибор. Где-то он сертифицирован, но не в России. Но там и дистанционно, где он сертифицирован, вас будут врачи консультировать. То есть там есть и программы, и это комплекс. Емкость аккумулятора 524 мАч, полный цикл зарядки смарт-часов занимает 1 час 40 минут в среднем. Время автономной работы по моим тестам в обыкновенном сценарии использования со всеми автоматическими функциями для измерения показателей здоровья, а также настроенные функции SMAT, они прожили 2 суток, что прям неплохо, но замеры артериального давления проводили не всегда по расписанию, так как изредка было неудобно измерять его. Подключаются Watch D2 к приложению Huawei Здоровье, о нем можно подробнее ознакомиться, повторяюсь, в основном обзоре на данную модель, плюс сразу же прочитать комментарии купивших, планирующих купить под роликом. Минусы: нет возможности настроить мониторинг здоровья прямо через смарт-часы, нет смарт-будильника, голосовой ввод недоступен для пользователей со смартфонами не компании Huawei, нет помощника для голосового управления, нет приложения для скидочных карт, не отображаются иконки некоторых приложений, нет возможности завести eSIM, несъемный кредл у зарядного устройства, нет полноценного управления через механические кнопки, в случае, если нет возможности использовать сенсорный экран, нет возможности удалять уведомления со смартфона через часы, нет Bluetooth кнопки для удаленной съемки не в паре со смартфонами Huawei или iPhone, нет настройки Always On Display и его режима работы, нет функции набора номера со смарт-часов, только контакты и недавние вызовы, нет возможности завести оплату через NFC банковскими картами, слабый вибромотор, нет возможности настроить размер шрифта в системе и закрытая операционная система. Резюмирую, умные часы Huawei Watch D2 в России не являются устройством с медицинской сертификацией. Приобретать данные смарт-часы с надеждой, что они заменят вам тонометр или врача и холтер, однозначно не стоит. Результаты измерений несут только справочный характер. При этом всем я очень приятно удивлен тем, на что способна Watch D2, и в подобной ценовой категории это единственный вариант с манжетой. Во всяком случае в глобале. Есть у нас еще Xiaomi, но там чуть-чуть другая история. На 5-м месте сегодняшнего топа находится Xiaomi Watch S4 Sport Edition. И да, скоро выйдут S4 полноценные в глобалочке, я чувствую, будем как раз обозревать. Сразу отмечу, что есть версия с поддержкой eSIM и Bluetooth версия. В стоке завести eSIM возможности нет, так как в приложении доступны только китайские операторы, что неудивительно. Смарт-часы работают на операционной системе HyperOS, русского перевода нет, но есть английский. Как мы уже знаем, сторонние приложения на нее не устанавливаются. Поставляется S4 Sport, по всей видимости, только в единственной расцветке корпуса, других я не видел. В продаже можно заметить только другие ремешки. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство, зарядное устройство с пинами, что, конечно, не радует. Вес модели 74,8 грамма, а габариты следующие: 51,5 на 55 на 14,4 мм. Ширина ремешка 22 мм, а охват запястья от 135 до 205 мм. Корпус смарт-часов выполнен из топовых материалов, это титановый сплав и сапфировое стекло. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер с сертификацией EN 13319 и возможность погружения на глубину до 40 метров. Ремешок быстросъемный, и выполнен он из очень качественного материала. Крепление стандартное, а металлическая застежка слегка модернизированная. Дизайн модели интересный, выглядят смарт-часы внушительно, при этом всем они не громоздкие. Во время носки не мешаются, как и во время сна. Ремешок удобный, запястье под ремешком слегка потеет, но ремешок не натирает. Далее на корпусе расположили краткую информацию, магнитную область для зарядки с пинами, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Справа от торца расположили 3 механические кнопки, верхняя отвечает за переход к тренировкам, но данную команду можно изменить. Нижняя кнопка отвечает за возврат, а зажатием можно перейти во вкладку с перезагрузкой, выключением, подключением к новому смартфону. Кнопка посередине, а именно кнопка колесика, отвечает за переход в меню, в некоторых случаях за выбор, а в других за возврат, что очень неудобно. Также на зажатие в стоке была зашита команда для включения голосового помощника Mi AI, который понимает только китайский язык, но хорошо, что его можно отключить в настройках. Управление неудобное, к нему сложно привыкнуть, так как реализованы стандартные команды, непонятные
понятно. Ко всему, если носить смарт-часы ближе к ладони, то часто будут встречаться ложные срабатывания вызова голосового ассистента, если его не отключить. К плюсам отмечу функцию прокрутки, которая имеет действительно приятный виброотклик во время прокрутки. В приложении можно назначить экстренный номер, и 3 нажатиями на нижнюю кнопку совершается вызов по этому номеру. Также с добавленным экстренным номером можно включить функцию обнаружения падения. Летим дальше. С фронтальной части у нас находится слегка утопленный AMOLED-экран на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей, частотой обновления экрана до 60 Гц и плотностью пикселей в 326 ppi. Проблем с отображением серого цвета, как в прошлых моделях, отсутствует. Сам экран хороший. Но ничего нового. Рамка есть, но она минимальная, скроллинг плавный, анимации не обрезанные, перемещаться по интерфейсу удобно. Шрифт хорошо читабельный, яркость по моим замерам 830 люксов в режиме фонарика, а в системе экран показывает 700 люксов. Яркость не топовая, но ее достаточно для повседневного использования. Яркость регулируется ползунком, автояркость на борту, и работает она корректно. Время до отключения экрана максимум 5 минут, Always On Display также присутствует. Работает он по расписанию или в смарт-режиме. Стиль аудио зависит от циферблата, но также есть 5 предустановленных стилей, которые можно слегка персонализировать. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и двойной тап для его пробуждения, все работает без нареканий, что можно сказать и про активацию экрана при поднятии запястья. На смарт-часы можно установить пароль, настроить жесты для удобного использования смарт-часов. Также есть режим «Не беспокоить», спящий режим и 2 стиля отображения меню. Подключаются смарт-часы к приложению Mi Fitness. В меню на смарт-часах есть много ненужных китайских приложений. Помимо них приложения для управления устройствами, подключенными к приложению Mi Home, погода с подробным прогнозом, календарь, события, заметки, диктофон, что удобно, секундомер, таймер. Многозадачности смарт-часы не поддерживают, вкладки с недавно открытыми приложениями отсутствуют. Таймер на фоне не запустить, как и секундомер. Тренировку не свернуть, это прям огромный минус, учитывая стоимость. Далее в меню есть Bluetooth кнопка для съемки даже в стоковом приложении камера на смартфоне, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов в мировое время, поиск смартфона, калькулятор, фонарик, настройки и Alipay. К слову, в приложении можно добавить карты транспорта и создать карту ключ. Возможно, кому-то и удастся завести карту ключ, но все заточено под Китай. Для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, в меню есть музыкальный плеер. Загружать музыку на смарт-часы возможность есть, что удобно. Выделенной внутренней памяти на борту 28 гигабайт, но это не только для музыки, но и для оффлайн-карт, а о них мы поговорим слегка позже. В настройках помимо перечисленного можно включить режим энергосбережения, настроить звук и вибрацию, вибромотор тактильно приятный и не слабенький, динамик громкий, плюс качество звука хорошее. Разговаривать через смарт-часы возможность есть, так как поддерживается функция Bluetooth вызова. В заготовке для быстрых ответов можно добавить через приложение. На смарт-часах есть контакты, которые можно добавить через приложение до 100 штук, недавние вызовы и набор номера. Летим дальше. Bluetooth используется старой версии 5.2. Подключить нагрудный датчик нельзя, но можно подключить Bluetooth наушники к смарт-часам или Bluetooth колонку. Тренировок на борту более чем достаточно. Автоматическое определение активности на борту. Также есть отслеживание плавания, интервальные тренировки, компас, различные настройки для тренировок, шаблоны для бега, различные вспомогательные данные во время дайвинга и статистика после тренировок. GPS данной модели с двухчастотной с поддержкой Beidou, GPS, GLONASS, Galileo и QZSS. Загружать маршруты на смарт-часы возможность есть, но у меня не получилось импортировать маршрута. У кого-то точно получится, но опять же ждем глобалок. Что касается оффлайн-карт, реализованно это очень плохо. Просто зайти в приложение и скачать оффлайн-карту в вашей местности здесь возможности нет на данный момент. Только при подключении смарт-часов к ПК через зарядное устройство. Да, оффлайн-карт России я, кстати, не нашел. На данный момент это дело бесполезно, но вдруг вы живете в Китае, тогда для вас будет актуальненько. Построение маршрута довольно точное, за что плюс. Далее, пульс работает в авторежиме и в автоматическом режиме с выбранным интервалом. SPO2 и уровень стресса измеряется в автоматическом режиме в состоянии покоя. Разумеется, все эти показатели можно измерять вручную. Функция мониторинга сна отслеживает фазы сна, а также есть бета-функция отслеживания дыхания во время сна. Отход ко сну и пробуждение фиксируются точно, измерение пульса показывает приближенные к реальности показатели. Также для удобства можно обнаружить оценку витальности, мониторинг за легкой активностью, статистику, дыхательные тренировки, барометр, измерение температуры кожи и не только. В целом, по основным функциям измерения показателей здоровья вопросов по мне нет, но также данная модель поддерживает измерение порога лактозы во время тренировки, но это дело настолько не внушает доверия, что даже с учетом того, что
что Xiaomi сотрудничали с производителем часов Suunto, я бы 3 раза подумал, доверять этой штуке или нет. Емкость аккумулятора 586 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 15 минут. По моим тестам в обыкновенном сценарии использования с автоматической регулировкой яркостью без AOD их хватает на 6,5 суток, что является хорошим результатом. Минусы: неудобное управление через механические кнопки, старенький Bluetooth чип, зарядка с пинами, нет возможности подключить нагрудный датчик, нет полноценной мультизадачности, нет быстрых ответов на уведомления. ПО, с учетом, что это не первая модель HyperOS, до сих пор сырое, и есть ощущение, что Xiaomi с обновлениями делают только хуже. Резюмирую, Xiaomi Watch S4 Sport — неплохие смарт-часы от Xiaomi. На момент выхода основного обзора их цена вовсе была непривлекательной. Сейчас же их можно приобрести довольно выгодно, но все же я советую вам посмотреть на оставшиеся 4 места и обязательно послушать резюмирую. OnePlus Watch 2R. Поставляются OnePlus Watch 2R в черной и зеленой расцветке. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок, краткое руководство пользователя и съемное магнитное зарядное устройство, но с пинами, за что минус, а также кабель для зарядки с USB-A на USB-C. Вес смарт-часов вместе с ремешком 59 граммов, а габариты 48 на 51 на 13,5 мм. Ширина ремешка 22 мм. Внешне они выглядят как упрощенная версия Watch 2. Средняя рамка выполнена из алюминиевого сплава, с фронта экран покрыт стеклом 2,5D, а с тыльной части пластик. OnePlus Watch 2R имеет стандарт защиты 5 атмосфер и IP68. С учетом стоимости материалы неплохие, собрана модель достойно. Ремешок силиконовый, быстросъемный, с классической металлической застежкой и стандартным креплением. Охват запястья от 140 до 210 мм. Смарт-часы при носке практически не ощущаются, как и во время сна. Ремешок не натирает и запястье под ремешком не потеет. Далее, на корпусе смарт-часов расположили контакты для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Для управления есть 2 механические кнопки, но сразу отмечу, что функции прокрутки для навигации по системе в данной модели нет, что странно, но не сказал бы, что критично. Верхняя кнопка отвечает за переход в меню и возврат, двойным нажатием на переход к последнему открытому приложению, а зажатием можно вызвать голосового ассистента от Google. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, переход во вкладку с выключением, перезагрузку устройства, включением режима энергосбережения и вызовом в экстренном случае. А также двойным нажатием можно перейти к бесконтактной оплате GPay. Переназначить команды на кнопке возможность есть, за что несомненный плюс. Как и за то, что смарт-часы поддерживают многозадачность. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-экраном на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей, плотностью пикселей в 326 ppi и частотой обновления экрана до 60 Гц. Рамки у экрана большие, экран плоский и не утоплен. Царапины на нем будут появляться достаточно быстро, но в использовании он очень удобный. Яркость экрана, по моим замерам, на 100% яркости выдает около 925 люксов. Яркости достаточно для использования даже в солнечный день. Плюс есть функция автоматической регулировки яркости. Процессор же установлен Snapdragon W5 Gen 1, дополнительный процессор BES2720BP, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ внутренней памяти и 4 ГБ памяти типа eMMC для RTOS. По связи используются двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth версии 5.0. Bluetooth наушники и подобные устройства подключить не проблема, но вот датчик Polar H10 подключить лично у меня не выходит. GPS двухчастотный L1 плюс L5. Операционная система Wear OS 4 на базе Android 13 версии. Работают смарт-часы в паре с приложением OHealth. eSIM данная модель не поддерживает. NFC на борту можно попробовать установить MirPay для бесконтактной оплаты, благо система позволяет устанавливать сторонние приложения. Да и в целом она довольно гибкая и удобная в использовании. Система работает достаточно быстро, сильных подвисаний замечено не было, но вот легкие фризы все же проскакивали. Теперь, что касается самих приложений. Мы имеем фонарик, компас, контакты, набор номера, уведомления, погода с подробным прогнозом, Google карты, Google Ассистент, Google календарь, будильник, который можно синхронизировать со смартфоном или завести прямо со смарт-часов, таймер, секундомер, приложение YouTube Music и музыкальный плеер. Но вот загрузить через фирменное приложение музыку на сами смарт-часы возможности нет, только через сторонние сервисы. Устанавливать приложение можно через Play Market, а также, как я уже говорил, можно установить сторонние приложения и циферблаты. Далее, OnePlus Watch 2R имеют функцию Bluetooth вызовов. Звонить со смарт-часов можно, микрофон отрабатывает отлично, что можно сказать и про динамик. Вибромотор тактильно приятный и настраиваемый, уведомления приходят моментально, смайлики отображаются, как и иконки приложений. Клавиатура на смарт-часах присутствует, отвечать на уведомления удобно, есть смайлики, голосовой ввод и даже быстрые ответы. Сама клавиатура обыкновенная для данной системы, набирать текст возможно, но не сказал бы, что удобно. Фотографии отображаются, но не всегда. Теперь перейдем к возможностям мониторинга показателей здоровья. Измерение пульса, СПО,
FO2 уровень стресса работает как в автомате, так и можно измерять вручную его. Мониторинг сна отслеживает стадии сна, частоту дыхания, дневной сон и оценивает проблемы с дыханием. Результаты измерения довольно корректны. Не скажу, что данная модель измеряет более точно, чем любые другие смарт-часы в этой ценовой категории, но однозначно на этом же уровне. Подробные графики можно посмотреть на самих смарт-часах или в приложении, как и полезную информацию о различных измерениях. Удобно, что есть различные напоминания и поддержка Google Health Connect. К сожалению, полноценно настроить данный функционал можно только через приложение. Далее, спортивных режимов на борту более чем достаточно. Из полезного есть автоматическое распознавание активности, мониторинг активности, барометр с оценкой высоты. Настроек для тренировок не особо много, но они есть. Удобно, что тренировку можно свернуть для фоновой работы. Местоположение смарт-часа определяют моментально. Отклонение в построенном маршруте после тренировки на открытой местности есть, но незначительное. Маршруты можно просматривать на смарт-часах, что для многих будет полезно, но отображается он в миниатюре, а также его можно посмотреть только после завершения тренировки, так как записи тренировок на самих смарт-часах нет, что очень странно. В приложении же записи хранятся и всегда доступны для просмотра. В стоке загрузить маршрут для тренировок возможности нет. Далее, в настройках на смарт-часах можно выбрать один из двух режимов работы смарт-часов, это умный режим и режим энергосбережения. Также есть функция автоматического включения режима энергосбережения при 10% заряда. Настроек достаточно, есть стандартная функция включения экрана при повороте запястья, которая работает хорошо. Функция для включения экрана тапом, функция выключения накрытием ладонью. Можно настроить время до отключения экрана от 5 до 60 секунд, настроить размер текста или включить Always On Display. Стиль AODA зависит от циферблата, AOD работает только по расписанию. Удобно, что есть режим полета, режим не беспокоить, настройки геолокации, настройка батареи, включение-выключение функции для автоматического перехода в режим гибернации, настройка тренировок и не только. Летим дальше. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занимает не больше часа по моим тестам. Функция быстрой зарядки на борту. По заявлению производителя, Watch 2R могут прожить в режиме энергосбережения до 12 дней с интенсивным сценарием использования, в интеллектуальном режиме до 48 часов и в обыкновенном сценарии использования с интеллектуальным режимом времени работы до 100 часов. Все так же, как и у Watch 2. В моем случае без AOD с интеллектуальным режимом в обыкновенном сценарии использования, автоматическая регулировка яркости со всеми автоматическими функциями для измерения показателей здоровья и с одной тренировкой они прожили 2,5 суток, что не совсем хороший результат, учитывая функционал. 10-минутная подзарядка действительно может продлить время автономной работы еще на сутки. Но, разумеется, все зависит от сценария использования. Минусы: огромные рамки у экрана, нет возможности в стоке загрузить маршрут для тренировки, нет управления жестами, нет функции прокрутки на кнопки для перемещения по интерфейсу, нет возможности подключить в стоке нагрудный датчик, а вот только по расписанию. Нельзя настроить панель быстрого доступа и старый процессор. При уведомлениях не активируется экран. И приложение OHealth требует по мне доработки. Нет нормальной экосистемы. Она есть, но это они так думают. Резюмирую, OnePlus Watch 2R хороший выбор для тех, кто пользуется смартфоном от OnePlus. Часы являются более дешевой версией Watch 2, хотя по большому счету те же тапки только в профиль, только дешевле. На третьем месте красуется Huawei Watch GT5. GT5 можно приобрести в варианте на 46 мм и на 41 мм. К слову, если вы хотите сэкономить, есть GT4 и по большому счету опять же те же тапки только в профиль, только до 10 тысяч рублей на Авито можете купить, притом их там море навалом и на распродажах по 11. GT5 стоит дороже, но к ним обычно дают подарки. Если ты там вычитаешь, плюс-минус то на то и выходит. У меня на руках смарт-часы на 46 мм, по расцветке есть синяя, коричневая и черная, а цвет корпуса стандартный черный и серебристый. В варианте на 41 мм есть голубая расцветка, белая, золотистая, черная и коричневая. Цвет корпуса серебристый и золотой, но в черной расцветке корпус без скосов на безеле. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство и зарядное устройство без пинов, но кредл несъемный. К плюсам отмечу, что смарт-часы можно заряжать не только от родного зарядного устройства, но и от любой беспроводной зарядки стандарта Qi, даже от смартфона, используя реверсивную зарядку. Весит устройство 84 грамма, габариты составляют 46 на 53 на 13 мм. Ширина ремешка 22 мм. Внешние смарт-часы именно варианта на 46 мм выглядят как упрощенная версия GT5 Pro, что в целом было ожидаемо. В плане удобства они более комфортны при носке из-за того, что легче и тоньше, чем GT5 Pro. Собрана модель хорошо, средняя рамка, кнопки, как и безель, выполнены из нержавеющей стали, а тыльная часть из армированной
инкрустированного волокном композита. Ремешок в данной расцветке выполнен из фтороэластомера и плетеной вставки. Выглядит стильно, качество ремешка отличное, застежка у него металлическая с надписью Huawei, как и у всех. А крепление стандартное, любой другой ремешок установить возможность есть. Только теперь отстегнуть и, как и установить фирменный ремешок, довольно просто. Охват запястья от 140 до 210 мм. Huawei Watch GT5 имеют класс защиты 5 атмосфер и IP69K. Запястье под ремешком не потеет, смарт-часы лично мне дискомфорта во время носки не доставляют, как и во время сна. На корпусе же расположили датчики мониторинга здоровья. Для управления, кроме сенсорного экрана, предоставили две механические кнопки. Верхняя кнопка-коронка предназначена для перехода в меню. Зажатием же можно перейти во вкладку с перезагрузкой и выключением устройства, а двойным нажатием можно перейти к недавно открытым приложениям. Функция прокрутки также имеется, реализована она хорошо, ко всему при прокручивании есть приятная вибрация. Вибромотор же в данной модели мощный и качественный, ко всему настраиваемый, но всем не угодить. Некоторым пользователям данная вибрация кажется топорной. Нижняя кнопка в стоке отвечает за переход к тренировкам, а зажатием можно открыть приложение кошелек. И сразу отмечу, что NFC на борту, но для тех, кто проживает в РФ, это не актуально, если мы говорим об оплате банковскими картами, во всяком случае на данный момент. Переназначить команду на нижней кнопке можно, на верхней нет. Помимо перечисленных команд с одновременным нажатием на обе кнопки можно совершать скриншот экрана. Скриншот стандартно для новых Huawei сохраняется в галерее на смартфоне. На часах его не посмотреть. Летим дальше. С фронтальной части у нас находится здесь AMOLED-дисплей на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. Плотность пикселей 326 ppi, частота обновления экрана 60 Гц и защиты в виде закаленного стекла. Экран не утоплен, минус за то, что производитель не спрятал черную рамку полноценно, из-за этого выглядит это дело не очень, мягко говоря. Операционная система Harmony OS, система закрытая, установить сторонние приложения возможности нет. Интерфейс доступен на русском языке с полноценным переводом и читабельным шрифтом. Анимации плавные, интерфейс выглядит свежо и скроллинг без рывков. Яркость по моим замерам в пике 1400 люксов, как и в модели GT5 Pro. Функция автоматической регулировки яркости работает у меня корректно. Спящий режим максимум 20 секунд, а также есть автоматический режим. Постоянно включенный экран можно настроить максимум до 20 минут. Стиль AOD зависит от циферблата. При повороте запястья экран загорается моментально. Удобно, что можно выставить, что именно будет загораться AOD или главный экран с циферблатом. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и одиночное нажатие на экран для пробуждения, но включить экран тапом можно только если включен AOD. По всем настройкам пробежался, включал-выключал различные режимы, но по итогу экран без AOD тапом не включался у меня. Только поворотом запястья или с кнопки. Может быть, уже с прошивкой допилили. Отмечу, что поддержки каких-либо жестов для управления здесь нет, а у конкурентов это дело есть. Далее в меню есть погода с подробным прогнозом, восходом и закатом солнца, восходом и закатом луны, фазами луны, приливами и отливами. Далее есть календарь событий, Petal Maps, компас, поиск телефона, будильник, который можно настроить прямо со смарт-часов, но он не синхронизируется со смартфонами других брендов, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме. К слову, многозадачность данной модели полноценная. Также есть калькулятор и музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Ко всему еще можно загрузить музыку на сами смарт-часы и слушать музыку прямо через них или через подключенные к ним Bluetooth аудиоустройства. Но выделенной внутренней памяти очень мало, всего 1,48 гигабайта. В приложении на смартфоне есть App Gallery, приложений в нем маловато и не думаю, что их будут охотно добавлять. Далее в настройках можно обнаружить функцию статус задач, два стиля отображения меню, персонализацию карточек, включение пин-кода с установкой запроса кода, настройка уведомлений и обновление прошивки. Об остальных настройках я расскажу вам далее. Bluetooth версии 5.2 старенький, в настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, нагрудный датчик, наушники, датчик скорости каденса или датчик мощности. Huawei Watch GT5 поддерживает функцию Bluetooth вызовов, eSIM здесь нету. Контакты добавляются через приложение, при входящем вызове есть возможность сбрасывать вызовы, включить беззвучные режимы или отвечать на них. Быстрые ответы также на борту, их можно настроить под себя или создать свои быстрые ответы. В меню находится список недавних вызовов и контакты, микрофон, как и динамик, отрабатывают хорошо, уведомления приходят моментально. Отвечать на них можно смайликами, заготовками, плюс добавили клавиатуру и голосовой ввод. Но вот голосовой ввод работает только в паре со смартфонами от Huawei. Фотографии в уведомлениях не отображаются, а вот смайлики отображаются без проблем. Иконки приложений видны, но не во всех приложениях. Летим дальше. GT5 оснащены функцией автоматического определения активности с поддержкой автоопределения ходьбы, бега, эллипса и гребного тренажера. Из полезного в меню можно обнаружить записи тренировок, записи активности, статус с индексом бега, нагрузкой, восстановлением и VO2 Max, барометр и высотомер, приложение для поддержки формы, настроек для тренировок немалое количество, удобно, что есть курсы, планы для тренировок, метроном, интервальные тренировки, сплиты, озвучивание тренировок на русском языке мужским голосом. Далее
инструкция по забегу, лактатный порог с 6 этапами и так далее. Тренировку можно свернуть для фоновой работы, для навигации GT5 оснащены двухдиапазонным GPS с поддержкой GLONASS, Galileo, BDS и QZSS. GPS они ловят слегка быстрее, чем в прошлой модели GT4, но не сказал бы, что это сильно заметно. На смарт-часы можно загрузить офлайн карты, загружать маршрут, включать обратный маршрут и возврат по прямой, используя навигацию, а также добавили эскизы по знакам зодиака. Маршруты после тренировок на открытой местности полноценно можно посмотреть в приложении на смартфоне, на смарт-часах же он отображается в миниатюре. Отклонение незначительное, что радует. Для офлайн карт предоставили небольшое количество настроек, а именно светлый или темный режим отображения. Плюс есть автоматический режим и вид карты. По картам довольно все скудно, в отличие от конкурентов, у которых можно устанавливать Google карты и не только. Теперь, что касается возможности измерений показателей здоровья. GT5 могут измерять пульс в реальном времени или в умном режиме для экономии заряда энергии, измерение кислорода в крови, измерение температуры кожи, мониторинг сна и уровня стресса. Все это работает в автоматическом режиме. Ну и в ручном все эти показатели также можно измерять. В плане корректности измерений Huawei действительно хороши, но значительных изменений с прошлой моделью здесь нет. Сон же мониторят они отлично, из полезного можно посмотреть фазы сна, мониторинг быстрого сна и дыхание во время сна. Графики на смарт-часах отображаются, но полноценно с ними можно ознакомиться через фирменное приложение. Минус за то, что полноценно настроить работу данных функций через сами смарт-часы возможности нет. Помимо перечисленного есть напоминания, клевер здоровья для развития здоровых привычек, дыхательные тренировки, анализ пульсовой волны аритмии, мониторинг эмоционального состояния, который можно использовать со специальным динамическим циферблатом. Далее, емкость аккумулятора 524 мАч, полный цикл зарядки часов занимает 1 час 35 минут в среднем. По автономности они показали себя практически так же, как и модель GT5 Pro, а именно 7,5 суток. Все, разумеется, зависит от сценария использования и включенных функций. Приложение Huawei Здоровье, напоминаю, что о приложении можно ознакомиться в основном обзоре, по ссылке в описании, там еще много всего. Минусы: нет полноценного управления через механические кнопки. В случае, если нет возможности использовать сенсорный экран, не отображаются иконки некоторых приложений, нет возможности завести eSIM, несъемный кредл у зарядного устройства, нет возможности настроить мониторинг здоровья прямо через смарт-часы, нет смарт-будильника, голосовой ввод недоступен для пользователей со смартфонами не бренда Huawei, нет помощника для голосового управления, нет приложения для скидочных карт, нет возможности удалять уведомления со смартфона через карты, нет Bluetooth-кнопки для удаленной съемки, не в паре со смартфонами Huawei или iPhone, нет функции набора номера с смарт-часов, только контакты и недавние вызовы, нет возможности завести оплату через NFC банковскими картами, может, это дело уже решили, напишите в комментах. Но сомневаюсь. Резюмирую, Huawei Watch GT5 не скажу, что топовые смарт-часы, так как если сравнивать их с прошлой моделью GT4, есть некоторые ухудшения, но если говорить о новинках в целом, GT5 хорошие смарт-часы за свою стоимость. На втором месте красуется Samsung Galaxy Watch Ultra. И как бы ни говорили, что они ужасные, и копия кого-то под названием тоже Ultra, только когда круг запихали в квадрат, они по мне достойны вашего внимания. По расцветкам доступны черный титан, серый титан и белый титан. Версия только одна: Wi-Fi плюс LTE плюс Bluetooth. В комплекте мы имеем коробку с ремешком и коробку со смарт-часами, подробное руководство пользователя и магнитное зарядное устройство без пинов, но кредл несъемный. Также сразу отмечу, что данная модель не поддерживает реверсивную зарядку. Магнит, удерживающий часы на зарядном устройстве, слабенький для такой модели, и в подвешенном состоянии заряжать часы не получится. Сменного ремешка в комплекте нету. Весят смарт-часы с ремешком 92 грамма, а размеры 47 на 47,5 на 15,6 мм. Ремешок быстросъемный, шириной в 24 мм. Летим дальше. Дизайн модели интересный, они меньше, чем Ultra от Apple, но, несмотря на это, все же компактными не являются. В данной модели решение объединить круглый экран с квадратным корпусом выглядит неплохо. С одной стороны, отличить их от Apple Watch Ultra не составит труда. С другой стороны, сходство есть, и особенно с оранжевым ремешком. Корпус смарт-часов выполнен из титана, а с фронтальной части находится сапфировое стекло. Также по центру средней рамы можно заметить пластик. Он предназначен для лучшей защиты при падении. Несмотря на это, за время моего использования на корпусе появилась небольшая царапина, при том, что они не падали и бережно использовались. Материалы не марки, что радует, но вот собрана модель не так, как ожидалось. Все из-за круглой кнопки, которая имеет сильный люфт. Водонепроницаемость класса 10 атмосфер плюс IP68. Также есть сертификация MIL STD 810H, но вот стандарта для дайвинга нет. И как вы уже понимаете, глубиномера тоже нет. Ремешок удобный, он имеет классическую металлическую застежку и обновленное крепление к смарт-часам. Теперь другие ремешки смарт-часов Galaxy не подходят. Снять ремешок не составляет труда, запястье под ремешком не потеет и ко всему он не натирает. При носке Watch Ultra из-за хорошей эргономики не мешаются и вес не ощущается. Спать в них комфортно, но, разумеется, тут все индивидуально. Далее. На корпусе расположили краткую информацию, область для зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамик и микрофон.
Далее из 3 механические кнопки. Переназначить команды на кнопки возможность есть. Есть одиночное нажатие, двойное нажатие, удержание и не только. Также удобно использовать жесты для управления. Летим дальше. С фронтальной части здесь находится у нас Super AMOLED дисплей на 1,5 дюйма с разрешением 480 на 480 точек. Рамок нет, экран утоплен, безель цифровой, механического безеля нет. Функция прокручивания выполняется скольжением пальца по краю экрана. Для многих это будет минусом. Яркость, по моим замерам, в пике 3000 люксов, что прям нереально круто. Яркости более чем достаточно. Автоматическая регулировка яркости также на борту, и работает она корректно. Always on Display имеется, стиль AODA зависит от циферблата. Ко всему есть ночной режим для 2 циферблатов с отображением их в красном цвете. Время до отключения экрана максимум 1 минута. Экран можно включить поднятием запястья, касанием или нажатием на кнопки. В настройках есть много различных и полезных функций. Можно настроить шрифт, включить режим работы в перчатках, настроить возврат к приложению, настроить режим сна, режим театра, режим блокировки в воде, функцию обнаружения падения для вызова помощи и не только. В целом все уже привычно и стандартно. Система имеет множество вспомогательных полезных функций. В меню есть иконка для перехода к недавно открытым приложениям, многозадачность полноценная. Далее находится здесь компас, погода, таймер, секундомер, будильник, календарь, мировое время, SmartThings, управление наушниками от Samsung, галерея, музыкальный плеер. На смарт-часы можно загружать фотографии и музыку. Также мы имеем калькулятор, диктофон, приложение для благотворительности, Google почту, Google Ассистента и WhatsApp. Устанавливать приложение можно через Play Market. Ко всему из-за операционной системы можно также устанавливать сторонние приложения. Летим дальше. Здесь у нас установлен 5-ядерный процессор Exynos W1000 с техпроцессом 3 нанометра и тактовой частотой в 1,4 ГГц. Оперативной памяти на борту 2 ГБ, внутренней памяти 32 ГБ, но доступна для личного пользования меньше, около 20 ГБ. Операционная система One UI Watch 6.0 на базе Wear 5.0. В основном система работает быстро, однозначно шустрее, чем в прошлых моделях, но подлагивания и фризы встречаются. Bluetooth чип установлен в версии 5.3, подключить Bluetooth наушники можно. Wi-Fi поддерживается двухдиапазонный на 2,4 ГГц и 5 ГГц. NFC модуль на борту, как и технология eSIM с поддержкой как отдельного, так и единого номера. Заводится eSIM без проблем. Отмечу, что лучший выбор версии для региона — это Кавказ, по моему мнению. Все потому, что из-за региональных ограничений в разных версиях есть проблемы с работой того или иного функционала. И вот эта версия для тех, кто проживает в РФ, по всей видимости, на данный момент сегодня самая актуальная. Также отмечу, что использовать часы от Samsung я советую только в паре со смартфонами от Samsung. Что касается оплаты банковской картой, используя модуль NFC, можно установить MirPay. У кого-то работает, у кого-то нет. Но вот Samsung Pay в РФ точно не работает. Система как была довольно гибкой, так и осталась. Только теперь много региональных ограничений, много функционала попросту не работает. Настроить что-то да как-то можно. В интернете полно обсуждений, инструкций, но имейте в виду, что придется с этим столкнуться. Далее, видов тренировок более чем достаточно. Автоматическое определение активности на борту, как и отслеживание плавания, GPS двухдиапазонное, местоположение определяется быстро. Навигация работает неплохо, погрешность в построенном маршруте после тренировки небольшая, но есть. Загружать и импортировать маршруты возможность есть. Также из полезного можно обнаружить мониторинг активности, звуковое сопровождение во время тренировки, возможность совершать обратный маршрут и еще некоторое количество разных настроек. Разумеется, свернуть тренировку для фоновой работы можно. Далее, данная модель может измерять пульс, считывать ЭКГ, измерять давление, уровень стресса, мониторить сон, храп, обнаружить апноэ, измерять температуру тела во сне. Также есть индикатор HGS, измерение SPO2, состава тела и мониторинг показателей жизненных сил. Настроить все эти функции можно прямо с часов или через приложение. По корректности измерений показателей здоровья Samsung хорошо подтянулись, но они однозначно хуже справляются с этой задачей, чем яблочные часы. Обнаружить апноэ, ЭКГ, артериальное давление стандартно запрашивает установку приложений Samsung Health Monitor. Чтобы использовать эти функции без танцев с бубном, лучше использовать данные смарт-часы со смартфоном Samsung. Но об этом я уже говорил. Полученные результаты вследствие измерений артериального давления и считывания ЭКГ можно использовать только лично для справки. Точно на них не опираться. Помним, что помимо прибора вам нужен медперсонал и как минимум потом еще и врач. И потом на все это смотреть в динамике. Этим можно только развлечься. Также прошу обращать внимание на то, что у кого-то результаты измерений вовсе некорректны, у кого-то все в пределах нормы. Так как все измеряется по-разному, это очень сильно влияет на итоговый результат. Графики же на смарт-часах отображаются, информации в них много. Смарт-часы помимо звонков от eSIM поддерживают еще функцию Bluetooth вызовов. Микрофон отрабатывает отлично, что можно сказать и про динамик. Уведомления приходят моментально, иконки фото пользователей, фото в уведомлениях и смайлики отображаются. Отвечать на смс можно, используя клавиатуру, смайлики, быстрые заготовки, голосовой ввод и письменный ввод. Стоковая клавиатура с русской раскладкой типа T9, но можно спокойно установить, к примеру, клавиатуру от Google, и там будет полноразмерная. Видео в уведомлениях не посмотреть. Вибромотор настраиваемый и тактильно приятный. Я бы назвал его одним из лучших в смартфоне
смарт-часах. Перейдем к автономности. Емкость аккумулятора 590 мАч, как и в модели Watch 5 Pro. Заряжать данную модель можно с обыкновенной беспроводной зарядкой стандарта Qi. По моим тестам от родного зарядного устройства, смарт-часы заряжаются от 0 до сотки за 1 час 55 минут, что не особо быстро. В обыкновенном сценарии использования AOD данная пара живет у меня в среднем 2,5-3 дня, и как для часов модели Ultra это не внушительный результат. Далее, основное приложение для работы смарт-часов с смартфоном называется Galaxy Wearable, а для мониторинга сна со здоровьем Samsung Health. Смотрим в основном обзоре про них. Минусы: медленная зарядка, нельзя подключить нагрудный датчик напрямую, много функций работают только в паре со смартфонами Samsung, нет функции по восстановлению после тренировок, круглая кнопка имеет люфт и не имеет функции прокрутки, нет весомых отличий от Galaxy Watch 7. Резюмирую, скорее всего, вместо этой модели я бы на вашем месте, наверное, приобрел бы Samsung Galaxy Watch 7, потому что они в 2 раза дешевле и по большому счету имеют тот же функционал. Что касается Samsung Galaxy Watch Ultra, брутальный внешний вид скопирован с Ultra от Apple, но при этом всем что-то новенькое от Samsung, и это круто. То есть они вошли в эту гонку Ultra, где был только Huawei и яблоко. Переходим к первому месту. На первом месте у меня красуется Huawei Watch GT 5 Pro. И да, разумеется, во время распродаж в ритейле, потому что они давали нормальные наушники в подарок, и потом еще дропали цену. И в целом, если вычесть стоимость всяких подарков, когда вы покупаете аксессуары, которые вы потом вряд ли продадите, потому что аксессуары это такое дело, это вам не смартфоны продавать. Ценник на него очень даже приятный, особенно если смотреть в долларовом эквиваленте. Ощущение, что Huawei вообще их дарит. Приобрести данную модель можно в черной расцветке, которая является спортивной. Также есть классическая версия с серым корпусом и 2 женских варианта. Золотой корпус с ремешком с фтор-эластомера с золотым корпусом с керамическим ремешком. Первые 2 варианта доступны на 46 мм, остальные 2 на 42 мм. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство и зарядное устройство без пинов, но Cradle несъемный. Весит устройство 84 грамма, а габариты составляют 46 на 53 на 13 мм. Дизайн — это одна из сильных сторон компании от Huawei. Корпус выполнен из титанового сплава и нанокристаллической керамики, а с фронта экран покрыт сапфировым стеклом. Собрана модель отлично, материалы качественные и тактильно приятные. Смарт-часы имеют класс защиты 5 атмосфер и IP69K. GT 5 Pro не громадные, выглядят они аккуратно. Черный ремешок из фтороэластомера, качество ремешка отличное. Мне подобные ремешки нравятся тем, что они легко застегиваются и запястье под ремешком не потеет. Плюс ремешок не натирает. Радует, что ремешок не широкий и соответствует габаритам смарт-часов. Застежка у него металлическая с надписью Huawei. Охват запястья от 140 до 210 мм. Далее. На корпусе расположили область для зарядки. К слову, смарт-часы можно заряжать не только от родного зарядного устройства, но и от любой беспроводной зарядки стандарта Qi. И даже от смартфона, используя реверсивную зарядку. Далее есть датчики мониторинга здоровья. На борту также есть довольно громкий динамик с хорошим качеством звука, микрофон и 2 механические кнопки. Верхняя кнопка-коронка предназначена для перехода в меню. Зажатием можно перейти во вкладку с перезагрузкой и выключением устройства. И плюс за то, что двойным нажатием на эту кнопку можно перейти к недавно открытым приложениям. Значит, многозадачность есть. Прокруткой кнопки можно перемещаться по интерфейсу. Прокрутка сопровождается приятной вибрацией. К слову, вибромотор в данной модели довольно мощный и качественный, ко всему настраиваемый. Нижняя кнопка в стоке отвечает за переход к тренировкам, а зажатием можно открыть приложение кошелек. Кнопки не имеют люфт, и реализованы они отлично. Одновременным нажатием на обе кнопки, к слову, можно сделать скриншот экрана часов. Переназначить команду на нижней кнопке можно, а на верхней нет. Летим дальше. С фронтальной части у нас находится AMOLED-дисплей на 1,43 дюйма с разрешением экрана 466 на 466 пикселей, плотность пикселей 326 ppi и частота обновления экрана 60 Гц, что стандартно для смарт-часов от Huawei. Экран не утоплен, рамки есть, но не громадные, олеофобное покрытие отличное. Подключаются смарт-часы к приложению Huawei Здоровье, операционная система обновленная Harmony OS 5.0, и это заметно. Анимация, плавность, иконки и все подобное выглядит куда приятнее, чем в версии 4.0. Интерфейс доступен на русском языке с полноценным переводом и хорошим шрифтом. Скроллинг плавный, система работает быстро и без подлагиваний. Их я не замечал здесь. Яркость по моим замерам в пике 1400 люксов, что неплохо, но не лучший результат. Помним 3000 люксов у Samsung. Автояркость на борту работает корректно, спящий режим максимум 20 секунд. Также есть авторежим. Always on Display на борту, стиль AOD зависит от циферблата. При повороте запястья экран загорается моментально. Также можно выставить, что именно будет загораться AOD или главный экран с циферблатом. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как одиночное нажатие на экран для пробуждения, но включить экран
ON-тапом можно только если включен AOT. В настройках можно включить статус задач, к примеру, при работе таймера в фоновом режиме на главном экране с циферблатом в верхней части экрана будет отображаться иконка таймера, на которую можно нажать и перейти к таймеру. Далее есть два стиля отображения меню: персонализация карточек, включение пин-кода, настройка уведомлений и обновление прошивки. Об остальных настройках я расскажу слегка позже. В меню есть погода с подробным прогнозом, календарь, Petal Maps, компас, поиск телефона, будильник, который можно настроить прямо на смарт-часах, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме, калькулятор и музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, а также можно загрузить музыку на сами смарт-часы и слушать музыку прямо через них или через подключенные к ним Bluetooth аудиоустройства, наушники или динамики, колоночку. В приложении на смартфоне есть App Gallery, приложений в нем не особо много и, к сожалению, устанавливать сторонние приложения возможности нет. Bluetooth версии 5.2, за что минус, могли бы установить хотя бы 5.4, хотя уже есть 6.0. В настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники, нагрудный датчик, датчик скорости каденса или датчик мощности. NFC-модуль на борту, в приложении есть список поддерживаемых банков, тут все по-старому. Huawei Watch GT 5 Pro поддерживают функцию Bluetooth вызовов, eSIM здесь нет. При входящем звонке есть возможность сбрасывать вызовы, включать беззвучный режим или отвечать на него. Вдобавок есть быстрые ответы, которые можно настроить под себя или создать свои быстрые ответы. В меню находится набор номера и контакты, которые можно добавить через приложение на смартфоне. Уведомления приходят моментально, отвечать на них можно смайликами и заготовками. Плюс добавили клавиатуру и голосовой ввод. Ко всему набирать текст, используя клавиатуру, комфортно. Но вот голосовой ввод работает только в паре со смартфонами Huawei. Иконки приложений и смайлики отображаются, что радует. Летим дальше. Тренировок на борту более чем достаточно. Huawei Watch GT 5 Pro умеет отслеживать плавание. Также есть автоматическое определение активности с поддержкой автоопределения ходьбы, бега, эллипса и грибного тренажера. В меню есть барометр, высотомер, записи тренировок, записи активности, статус с индексом бега, нагрузкой, восстановлением и VO2 Max. Для многих будет удобно, что есть встроенное приложение для поддержания формы, в котором можно добавить прием пищи, калории, просматривать анализ и не только. В настройках тренировок есть множество полезных вспомогательных функций, вдобавок есть курсы, планы тренировок, метроном, бег САИ, интервальные тренировки, сплиты, контурные линии в тренировке кроссовый бег, озвучивание тренировок на русском языке мужским голосом и так далее. Тренировку можно свернуть для фоновой работы, что радует. Для навигации GT 5 Pro оснащены двухдиапазонным GPS с поддержкой таких спутниковых систем, как GLONASS, Galileo BDS и QZSS. Местоположение смарт-часа определяют быстро, карты после тренировок на открытой местности строятся с незначительным отклонением в маршруте. К плюсам отнесу, что можно загрузить офлайн карты, загружать маршрут на смарт-часы, включать обратный маршрут и возврат по прямой. Для развлечения добавили эскизы, а точнее маршруты, которые можно добавить через приложение. И они выглядят как знаки зодиака. Далее пульс может считываться как в перманентном режиме, так и в умном для экономии заряда аккумулятора. Измерение кислорода в крови. Температуры кожи, мониторинг сна и уровня стресса работает перманентно. Разумеется, вручную эти показатели также можно измерять. Сон смарт-часы мониторят отлично, как и все фазы сна, быстрый сон и дыхание во время сна. Остальные функции выдали также корректные результаты измерений. На самих смарт-часах, как и в приложении, можно посмотреть подробные графики мониторинга здоровья, что очень удобно. Но вот настроить измерение показателей здоровья можно только через приложение. Помимо перечисленного есть мониторинг эмоционального состояния с дыхательными тренировками, клевер здоровья для развития здоровых привычек, анализ пульсовой волны и аритмии, напоминание о активности, диагностика артериальной жесткости и даже ЭКГ. Для справки использовать эту функцию можно, но не больше. Полный цикл зарядки смарт-часов занимает в среднем 1 час. В обыкновенном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, с автоматической регулировкой яркостью, но без АОДа, они прожили у меня максимум 7 суток, что довольно хороший результат. Минусы: нет полноценного управления через механические кнопки. В случае, если нет возможности использовать сенсорный экран, не отображаются иконки некоторых приложений, нет возможности завести eSIM, несъемный Cradle у зарядного устройства, нет возможности настроить мониторинг здоровья прямо через смарт-часы, нет смарт-будильника, голосовой ввод недоступен для пользователей со смартфонами не компании Huawei, нет помощника для голосового управления, нет приложений для скидочных карт, нет возможности удалять уведомления со смартфона через часы, нет Bluetooth-кнопки для удаленной съемки не в паре со смартфонами Huawei или iPhone, настройка Always On Display и режима его работы, и нет функции набора номера со смарт-часов, только контакты и недавние вызовы. Нет возможности завести оплату через NFC банковскими картами. Резюмируя, Huawei Watch GT 5 Pro отличный вариант с обширным функционалом и удобной операционной системой. Но она закрытая, и об этом всегда нужно помнить. Плюс от меня за внешний вид и материалы, как и за стоимость. Они действительно выглядят топовыми. Ну и по начинке тоже неплохо все. Резюмировать я бы хотел довольно просто, но мучительно. Смотрите, вот это iPhone. Когда у меня человек спрашивает, а что у меня купить к айфону, конечно же Apple Watch, без разницы какие. 9, 8, SE, SE 2, неважно, потому что только
с ними он будет работать нормально. Да, если фитнес-браслет, можно Mi Band подключить, но именно полный функционал только Apple Watch. Притом Apple Watch почему не вне моего топа сейчас? Потому что они больше ни с какими девайсами-то и не работают. То есть, если мы возьмем самсунговские часы, они будут работать со всеми устройствами, пусть и с урезанным функционалом. Huawei-овские то же самое. Когда вы смотрите на те часы, которые были в топе, я напомню вам, что любые часики стоят примерно как смартфон Poco X6 Pro, допустим, он 20-ник стоит, там 18 сейчас на распродаже с купоном и промиком. И часы у вас какие-нибудь там тоже 20-ник, допустим, T-Rex и третьи. Больше ли функционала у смартфона? Намного больше, еще и экран огромный. И вы должны всегда понимать, что это вот прям хотелочка. Вы когда покупаете часы, это не будет идеально, они звонят, вы везде расплачиваетесь, как у меня спрашивают, а где с оплатой? А у вас с оплатой у самих все хорошо? Допустим, те, у кого айфоны. Ну зачем спрашивать вопросы, на которые все прекрасно знают ответы? И вот с этим урезанным функционалом, этих космической стоимости устройства, я бы рассматривал только в случае, когда вот эта вот хотелка, хочу там часы за 40 штук пойти, ультру там за 50 купить, самсунговскую, она была с вашими возможностями в дружбе. То есть, если у вас смартфон за 100 и вы абсолютно не беспокоитесь о деньгах, да, есть смысл покупать. Абсолютно все умные часы не стоят своих денег, те, что дороже $30. Вы заходите на телеграм-канал скидок и видите там активы всякие за 200 от Redmi. Вот они для примера, 200 во время распродажи стоят сейчас с 11 до 18 сейл. Или от Realme S2 за 3300, тоже прям цвет, блеск, красота. В противном случае, окей, поднимаем планку, вы можете пойти и приобрести себе устройство такое, как, допустим, Huawei Watch GT 4, открываем Авито и по десятке их просто море. И плюс-минус вы покупаете, получается, устройство с тем же функционалом, что вот это дело. Вы не будете его использовать как смарт, вы не будете его использовать, это устройство, на 50 тысяч рублей. И даже на 20 вы не будете его использовать. Это вот хотелка, красота, интерес. Единственное, что вы будете делать, это заряжать. По поводу оповещений, можете браслет купить. Можете, говорю, вот подобные часы, они тоже прилично выглядят. Так что идея топа проста. Первое, что вы должны запомнить. Есть у вас смарт Huawei, покупайте хуавеевские часы. Есть у вас смарт от iQOO, ждете глобалки, покупайте iQOO-шные часы, вивовские часы тоже есть глобалки. Есть у вас смартфон от Realme, покупайте часы от Realme, но у них топовых, кстати, часов и нету. Если вы спортсмен, можно посмотреть на MSFit. Опять же, MSFit обрезаны в других вещах как-то космически. Вспоминать про TicWatch не вспоминайте, это не первый эшелон, это не А-бренд. И я бы их не советовал, мягко скажем. Вы видите, что здесь нет никаких Black Shark'ов, в отличие от топа до 10 тысяч и всего остального, потому что когда вы ищете премиум, то это премиум. То есть премиум не стоит по $100. Вот никак. Старый премиум, да. И третьего эшелона и второго эшелона в премиуме нет. Повторяюсь, что в этот топ можно было бы запихать все Apple Watch новые, все Samsung Watch новые, ну и все. Потому что Huawei, Samsung и Яблоко. Вот три просто мастодонта, которые уничтожают весь рынок носимых аксессуаров в плане крутых умных часов. У Realme их нет. У OnePlus, ну, такое, тоже не супер-мега флагманы, хотя они хороши. И вот куда нам не посмотреть, супер носимые устройства вот у этих трех брендов, а дальше уже смотрите по своим интересам и карману. Всем девайсам в топе от меня однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Пишите, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Помните, что любую железку, вот, допустим, по умным часам, однозначно нужно рассматривать по обзорам, по комментариям к обзору и на всех форумах, потому что вы можете получить часы, а тот функционал, на который вы надеетесь, допустим, ту же оплату, вы не получите со своим банком. Вспоминаем Huawei. Это еще до всех проблем было с крупными санкциями у Huawei. Огромное спасибо за просмотр. Пишите в комментах, делать ли еще подобные топы. Добра и удачи вам, дорогие друзья.